Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим два основных момента в кормлении кошек и как не допустить ошибок при их натуральном кормлении. С одной стороны, знаний о кормлении кошек накоплено более чем достаточно. Всем известно, что для того, чтобы кошка была здоровой, то надо кормить ее сбалансированным рационом. Все нормы известны, продукты тоже. Но почему-то с каждым годом становится все больше и больше кошек, у которых болезни возникают на фоне как раз их неправильного кормления. Начиная от ожирения, хотя это тоже далеко не безобидное состояние, и заканчивая мочекаменной болезнью и диабетом. Ну так если мы все знаем, то тогда почему у большого количества кошек наблюдается динамика роста болезней, связанных с кормлением? Для того, чтобы лучше понять этот вопрос, давайте сначала рассмотрим основные моменты физиологии кошек и их поведенческие реакции. Кошка, несмотря на долгую жизнь рядом с человеком, сохранила не только свой независимый нрав, но и во многом свои пищевые пристрастия. И если кошку выпустить в дикую природу, то ее охотничьи инстинкты не дадут ей пропасть. В отличие от собаки, которая рано или поздно все равно будет стараться опять примкнуть к человеку. Кошки ловят не крупную добычу. В основном это мыши, которые далеко не полностью удовлетворяют их ежедневную потребность в энергии. Считается, что для того, чтобы прокормить себя, кошке надо поймать 10-12 мышей за сутки. Это первое. А второе это то, что кошки во время охоты часто терпят неудачу. Из 3-5 попыток в среднем лишь одна оказывается успешной. Таким образом, если кошки будут охотиться только тогда, когда захотят есть, то они могут вообще умереть от голода. Охотится кошка не больше минуты. Но вы видели, что с ней происходит в этот момент? Как молниеносно кошка из эдакого пушистого и милейшего существа превращается в беспощадного зверя. Это просто ураган, это вулкан энергии и эмоций тоже. Зрелище, конечно, бесподобное, красивое. Но для таких молниеносных превращений кошке постоянно нужен аккумулятор энергии. И если кошке за сутки надо 10-12 мышей, то таких вот энергетических всплесков у нее должно быть почти 50, а иногда и больше. Представьте себе, что вам надо за день сделать столько таких рывков. Тут на 3-й этаж без лифта подняться как-то не совсем комфортно. Я уже не говорю о 50-100-метровках. Это действительно утомительно и энергетически, и психологически, даже для хорошо тренированных спортсменов. И поэтому, даже если кошка не голодная и видит корм, то она все равно попытается его съесть, так как это генетически заложено, что она не знает, когда она сможет поесть в следующий раз. А раз так, то ее организм пытается сделать запас энергии на будущее. Кошка, как настоящий хищник, может без еды обходиться до нескольких суток, причем без вреда для ее здоровья. И такой же механизм заложен, когда кошка идет в зиму. Ее организм, как бы понимая, что зимой охотиться намного сложнее и надо много энергии, чтобы генерировать тепло и пережить холод, уже в конце лета начинает накапливать жир. А осенью вашу кошку уже, что называется, не поднять. Настолько она набирает вес. И это при том, что физиологически такой необходимости у домашней кошки нет. Так как жить она все равно будет в теплой квартире и кормить зимой ее точно так же будут хорошо, как и летом. Но инстинкты берут свое. Ведь в дикой природе, чтобы быть действительно отличным охотником, кошка с одной стороны должна иметь запас энергии, а с другой стороны она должна поддерживать идеальный вес тела и необходимый уровень активности. Кстати, и охотиться кошка должна на пустой желудок. Так намного легче, чем с набитым пузом. Поэтому прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт у них очень быстрое. Этому тоже способствовал генетический отбор. В дикой природе кошки способны самостоятельно регулировать поступление энергии и собственный вес. Организм же кошек, которые живут в квартире и для которых охота не является необходимостью, зачастую утрачивает способность контролировать уровень поступления энергии. И вот получается такая картина, что кошка, которая охотится разве что взглядом за мухой, которая ползает по потолку, все равно пытается накапливать энергию, поедая все, что есть, в бесконтрольно оставленной миске. Поэтому утверждение, что кошка сама знает, сколько ей съесть, некорректное. Кошка всегда будет стараться съесть больше, чем ей это надо, так сказать, про запас.
А сейчас еще и появилась масса рекомендаций, что еда у кошки должна быть постоянно, что, конечно же, способствует перееданию. Это, конечно, неправильно. Хотя разные бывают ситуации. Например, если владелец на день, а то и на 2 уходит на работу, и другого выхода практически нет. Но, тем не менее, неограниченный доступ к корму, как правило, это сухой корм, это не лучший вариант. Вода – это другое дело. Вода должна быть у кошки постоянно. Склонность же к поеданию доступной уже имеющейся пищи, наряду с недостаточной физической активностью, провоцирует нарушение энергетического баланса и появление избыточного веса у большинства домашних кошек. А избыточный вес – это начало всех неприятностей. Самое главное при кормлении кошки – это не просто дать ей сбалансированный рацион, а не переборщить с количеством калорий. Для этого надо учитывать и образ жизни каждой конкретной кошки, и возраст, и сезон года, и даже ее характер. Обязательно надо позаботиться и о достаточном количестве движений для кошки. Самый простой способ – это поиграть с кошкой. Для вас это приятно, а для кошки это полезно. И не забывайте, что кошка после еды обязательно должна поспать. Это тоже заложено на генетическом уровне у всех хищников. Это надо кошке для лучшего накопления энергии. Как правильно составить такой рацион и не дать кошке больше калорий, чем ей это нужно, мы рассмотрим в наших последующих видео. Но кратко на будущее скажу, что основа рациона кошки – это мясо, мясо и еще раз мясо. В рационе кошки мясо должно быть не менее 75%. Причем, чем разнообразнее мясной стол, тем лучше. Под мясом я также имею в виду и субпродукты, и морскую рыбу. Все остальное это уже добавки. Но о рационе мы поговорим позже. А пока запомните, что если у кошки в рационе достаточно мяса, возможности много двигаться, и вы не даете ей запрещенных продуктов, то шансов чем-то заболеть у нее очень мало. И высокая продолжительность жизни для нее гарантирована. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!